Всем привет! Сегодня видео, как связать вот такой плотный, если вязать из объемной пряжи, объемный узор. Чем хорош этот узор? То, что он двухсторонний. Он одинаковый и с лицевой, и с изнаночной стороны. Идеально подойдет для вязания сумок и пледа, потому что не нужно задумываться, какая сторона правая. Узор вяжется несложно, но требует внимания при вывязывании начальных петель и в конце ряда. Но это легко запоминается, поэтому затруднений не будет. Если понравился узор, начинаем вязать. В начале вязания делаем фиксирующую петлю. И нужно набрать нечетное количество петель. Я наберу 15. Раз, два, 3, 4 и так дальше. 15 петель нужно набрать. 15 петель воздушных набрано. Начинаем вывязывать первый ряд. Отсчитываю 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Считаю петлю на крючке. Теперь накид на крючок и в пятую петлю провязываю полустолбик. Вот 3 петли на крючке, их провязываю одной петлей. Вот так. Теперь воздушная петля, накид на крючок и в эту же петлю провязываю полустолбик, но не вывязываю полустолбик до конца. Теперь делаю накид на крючок, пропускаю одну петлю и в следующую петлю провязываю полустолбик. Вот так вытягиваю петлю. Теперь на крючке 5 петель. Эти 5 петель провязываю одной петлей. Вот так. Дальше действия повторяются. Воздушная петля, накид на крючок. Теперь в эту же петлю начинаю вывязывать полустолбик. Накид на крючок, петлю пропускаю, в следующую вывязываю полустолбик. Опять 5 петель на крючке, провязываю одной петлей. И повторяем действие. Воздушная петля, полустолбик в эту же петлю, пропускаем и в следующую петлю также полустолбик. Так до конца ряда. Ряд провязан. В конце ряд вывязывается таким образом. Вот провязали 2 полустолбика вместе, воздушная петля, в эту же петлю вывязываем, в эту же петлю провязан полустолбик не до конца и в последнюю петлю провязываю полустолбик и объединяю все петли одной петлей. Вот такое завершение ряда. Начинаем вязать второй ряд. 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и в первую петлю вот сюда начинаем провязывать полустолбик. Вот так. Делаем накид на крючок. Следующую петлю, она у нас воздушная, пропускаем и в вершину вывязанных полустолбиков вводим крючок и провязываем 2 полустолбика вместе. Дальше все повторяется, как и первый ряд. Воздушная петля, накид на крючок, в эту же петлю провязываем
полустолбик, пропускаем воздушную петлю и вывязываем в вершину вот этих двух полустолбиков, провязанных вместе. Вот сюда крючок вводим, вытягиваем петлю и все петли на крючке провязываем одной петлей. Еще раз покажу: воздушная петля, полустолбик, в вершину и все петли одной петлей. Так провязываем до конца ряда. Вывязываем последние петли ряда. Воздушная петля, вот сюда же вводим крючок, теперь вводим крючок в вершину полустолбика первого ряда, вот сюда, в эту петлю. Провязываем все петли одной петлей. И теперь полустолбик провязываем вот сюда, в вершину воздушных петель. Вот так. Провязали второй ряд узора. Узор состоит из двух рядов. Два ряда связали. Теперь повторяется первый ряд. 2 воздушные петли. Развернули вязание. Накид на крючок. И вот сюда в вершину двух вместе связанных полустолбиков ввожу крючок и провязываю полустолбик. Воздушная петля, накид на крючок и начинаю вывязывать узор. Пропускаю петлю воздушную, ввожу крючок в вершину двух вместе связанных полустолбиков, вот сюда. Теперь все вместе провязываю, все петли, и дальше все действия повторяются, как и вязали первый ряд. Ряд провязала, вывязываем последние петли. После того, как 2 полустолбика вместе провязаны, воздушная петля и вывязываем 2 последних полустолбика. Сюда же в эту же петлю крючок, накид на крючок и теперь вводим крючок в петли подъема, вот сюда. Протаскиваем нить и провязываем одной петлей. Третий ряд закончен. Четвертый ряд провязываем как второй, и дальше все повторяется. Узор состоит из 2 рядов. Вот такой узор получается, одинаковый с 2 сторон.